Всем привет, меня зовут Земфира, добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это видео мастер-класс по вязанию вот такой милой, уютной подушки с 3D аппликацией мишки размером 36 на 36 сантиметров. Создала я это вязаное творение по просьбе одной из волшебниц крючка по имени Ольга. Она попросила связать подушку вот с этим моим мишкой Мишка Любовь. Ссылочку на мастер-класс по вязанию Мишки Любовь я оставлю в описании под этим видео. Я вяжу все свои подушки без каких-либо твердых пластиковых деталей, поэтому глазки вышиты плюшевой черной пряжей и носик вышит хлопковой черной пряжей. Вы же смотрите на ваше усмотрение, хотите оформляйте мордочку мишки глазками и носиком на безопасном креплении перед пришиванием силуэта мишки к передней части подушки. И обязательно ножки глаз и носика смягчите, сгладьте огнем, только будьте осторожны при работе с огнем. Подушку я вязала крючком номер 5 и плюшевыми пряжами. Переднюю и заднюю части подушки и сердечко пряжа Himalaya Dolphin Baby. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров, а мишка из пряжи Alize Softy Plus. Метраж и длина такие же. Задняя сторона подушки с широкими белыми полосами – это изнаночный узор белых столбиков с одним накидом. Вязала я по такой схеме: 3 ряда коралловым цветом и 1 ряд белым цветом. Лицевой узор этих столбиков он в 2 раза уже, и так как большинство из вас, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, проголосовали за вот эти широкие белые полосы, когда я делала опрос на тему белых полос вот в этом коротком видео, и поэтому задняя сторона подушки вот с таким узором. Но в будущем свяжу подушку и с узкими полосами тоже. Итак, связать переднюю, заднюю части подушки и шить внутреннюю подушку. Внутри есть тканевая подушка, наполненная наполнителем. Можно вот по этому видео мастер-классу. Ссылочка на него есть в описании под этим видео. А мишку и сердечко вяжем далее в этом видео. Вяжем верхние лапки мишки. Берем плюшевую пряжу белого цвета, основной крючок, плюшевая пряжа. У меня это Alize Softy Plus. И набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8 столбик без накида. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16. Провязали. Новый ряд можно отметить маркером. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. С 3 ряда по 5 ряд включительно. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 6. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем одну убавку. При вязании пряжей Alize Softy Plus убавки я делаю за обе стеночек петель, то есть завожу крючок в первую петлю за обе стеночки, протягиваю рабочую нить, далее завожу крючок во вторую петлю, протягиваю рабочую нить. На крючке 3 петли провязываю вместе. Далее повторим эту комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Повторим так до конца ряда. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 12. Провязали. Следующий ряд 7. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку и такую комбинацию повторим еще один раз. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 10. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида.
с 8 ряда по 14 включительно. Ручку или же верхнюю лапку мишки наполнителем не наполняем. Провязали. Маркер можно уже убрать, он пока нам больше не понадобится. Складываем вязание пополам. И вот эти вот 2 ряда провяжем вместе 4 столбиками без накида. 1, 2, 3 и последний столбик без накида. Желательно его провязать крючком меньшего размера. На конце у нас остались 3 петли. Сначала рабочую нить протягиваем сквозь 2 петли, которые друг напротив друга. Далее заводим крючок в крайнюю беспарную петлю. Рабочую нить протягиваем. На крючке у нас 3 петли. Провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь лапки. Итак, верхняя лапка полностью готова. Хочу обратить ваше внимание на длину лапки моего мишки. Это длина 9 сантиметров. Если же у вас получилось намного больше, значит вы не смотрели вот это вот мое коротенькое видео на эту тему, на тему 2 способа вязания крючком плюшевая пряжа. Ссылочку на это видео я оставлю в описании под этим видео. Поэтому посмотрите его, чтобы размеры и длина мишки у нас с вами совпадали. И точно так же вяжем вторую верхнюю лапку. Далее свяжем ушки. Берем плюшевую пряжу белого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. Провязали первый ряд. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд можно отметить маркером. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. С 3 ряда по 4 включительно. Провязали, маркер снимаем, складываем вязание пополам и вот эти 2 ряда провяжем вместе. Провяжем так 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7 столбик провяжем крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратным. И здесь у нас также на конце 3 петли. Протягиваем рабочую нить сначала сквозь 2 петли, которые друг напротив друга. Далее крючок заводим в крайнюю беспарную петлю. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ушка. Одно ушко готово, второе ушко вяжем точно так же. Далее свяжем сердечко, берем плюшевую пряжу красного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 воздушную петлю и разворачиваем вязание. Следующий ряд второй. В этом ряду мы провяжем 1 прибавку. Провязываем в 1 петлю 2 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 2. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд третий.
В этом ряду мы вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка. В этом ряду у нас должно получиться итоговое количество петель 4. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 4. В начале этого ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И в конце ряда мы вяжем 1 прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 6. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 5. В начале этого ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В конце ряда вяжем 1 прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 8. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 6. В начале ряда также вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. В конце ряда вяжем 1 прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 10. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 7. В начале ряда также вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. В конце ряда вяжем 1 прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 12. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 8. В начале этого ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 2, 3, 10. В конце ряда вяжем 1 прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 14. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 9. И в этом ряду вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И провяжем еще 2 ряда. В каждом ряду по 7 столбиков без накида. Это получается у нас 10 и 11 ряды. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 12. В этом ряду вяжем так. Вяжем 1 убавку. Здесь я убавку, хоть я и вяжу плюшевой пряжи Гималая Dolphin Baby, обычно я убавки при вязании такой пряжи вяжу за передние стеночки 2 петель, захватывая вот так, и уже потом протягиваю рабочую нить сквозь эти стеночки. Но это когда я вяжу полноценные игрушки. А когда вот такое вот одинарное вязание
сплошное, то здесь убавочки я также делаю за обе стеночки петель. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В конце ряда вяжем одну убавку. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 5. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 13. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 1 столбик без накида и вяжем еще одну убавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 3. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее вывяжем точно такую же вторую половиночку. Берем рабочую нить и вот сюда вот в серединочку, вот в эту петлю серединную, фиксируем соединительной петлей эту рабочую нить. Зафиксировали и в эту же петлю вяжем первый столбик без накида. И до конца ряда вяжем еще 6 столбиков без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем еще 2 ряда без изменения, в каждом ряду по 7 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали, далее вяжем в следующем ряду одну убавку в начале ряда, далее вяжем 3 столбика без накида, 2, 3, вяжем одну убавку, воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем одну убавку, 1 столбик без накида, одну убавку. И здесь мы рабочую нить не отрезаем, а сделаем обвязку по всему краю столбиками без накида. Вяжем столбики без накида на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы все было равномерно. И на уголке, вот на этом уголочке, чтобы он не закруглился, провяжем вот в этот вот край 2 столбика без накида. Сделаем здесь прибавочку, и за счет этого уголочек останется заостренным. Вот я дошла до этого уголочка и за стеночку петли вяжу 1 столбик без накида и туда же вяжу 2 столбик без накида. Далее продолжаю обвязку по краю. И вот такой уголочек. И заканчиваем обвязку соединительной петлей и сделаем это крючком меньшего размера. Далее рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Все вот эти хвостики протягиваем за стеночку любой подходящей петли на внутренней стороне сердечко и фиксируем это узелочком. Лишнее отрезаем, и все, сердечко полностью готово. Вяжем нижние лапки, туловище и голову одной деталью. Берем плюшевую пряжу в цвет мишки. У меня это белая плюшевая пряжа Alize Softy Plus. Основной крючок и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 7. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 3 прибавки подряд. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка.
И до конца ряда провяжем 3 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 9. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Это мы с вами провязали первый ряд. Следующий ряд второй. В начале этого ряда вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Далее вяжем 3 прибавки подряд. Первая прибавка и третья прибавка. Итоговое количество во втором ряду у нас должно получиться 12. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд третий. В начале этого ряда вяжем 3 прибавки подряд. Первая прибавка и третья. До конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 15. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 15 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем 4 и 5 ряды. Провязали. Следующий ряд 6. В этом ряду вяжем так. Вяжем 7 столбиков без накида. 2, 3, 7. Далее вяжем 4 убавки подряд. Провязываем по 2 петли вместе и повторяем так 4 раза. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 11. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 7. В начале этого ряда вяжем 4 убавки подряд. Первая убавка и 4-я убавка. До конца ряда вяжем 3 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 7. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 8. Этот ряд вяжем без изменения. 7 столбиков без накида. В конце ряда слегка протянем петлю, слегка ее вытянем и рабочую нить отрежем. Одна нижняя лапка у нас готова, и обратите внимание, у этой лапки вот выпуклость идет вот в эту сторону, а здесь более сплошная с этой стороны. Для чего мы связали так? Для того, чтобы мишка у нас получился слегка косолапым. Далее свяжем вторую нижнюю лапку точно по такой же схеме, только в зеркальном порядке. Берем плюшевую пряжу, основной крючок и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 7. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 3 столбика без накида. 2, 3. Далее до конца ряда вяжем 3 прибавки подряд. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 9. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд второй. В начале этого ряда вяжем 3 прибавки подряд. Первая прибавка, третья прибавка. Далее до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание.
Провязали следующий ряд, третий. В начале этого ряда вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2 и 9. Далее до конца ряда вяжем 3 прибавки подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться в этом ряду 15. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 15 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем так 4 и 5 ряд. Провязали следующий ряд, 6. В начале этого ряда вяжем 4 убавки подряд. Первая убавка и 4-я убавка. Далее до конца ряда вяжем 7 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 11. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд, 7. В начале ряда вяжем 3 столбика без накида. 2, 3. Далее до конца ряда вяжем 4 убавки подряд. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 7. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд, 8. Этот ряд вяжем без изменения. 7 столбиков без накида. Провязали следующий ряд, 9, и в этом ряду мы сделаем присоединение ножек. Для начала провяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. Далее вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Берем первую ножку, затягиваем петелечку на первой ножке и 2 петли протягиваем сквозь друг друга. Третью воздушную петлю и петлю на первой ножке. Таким образом делаем присоединение. И теперь по первой ножке мы вяжем 7 столбиков без накида. И итоговое количество петель в 9 ряду у нас должно получиться 17. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд, 10. В этом ряду вяжем так. В начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 6. 7 столбик мы провяжем в воздушную петлю. Так, смотрим, чтобы здесь тут ничего у нас не скрутилось. И подхватываем стеночку воздушной петли, вяжем туда 7 столбик без накида. Далее следующую воздушную петлю вяжем 1 прибавку. В третью воздушную петлю вяжем столбик без накида. Далее вяжем по ножке 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. И в конце этого ряда вяжем 1 прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 20.
Итак, мы с вами провязали такую комбинацию. 1 прибавка, 7 столбиков без накида, 1 прибавка, 7 столбиков без накида и в конце тоже сделали 1 прибавку. Разворачиваем вязание. Следующий ряд 11. В начале ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавку. Далее 2 столбика без накида. Далее вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. И в конце ряда вяжем 1 прибавку. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 24. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд 12. В начале этого ряда вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 22 столбика без накида. 1, 2, 22. В конце ряда вяжем 1 прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 26. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 26 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем так с 13 ряда по 18 ряд включительно. Провязали следующий ряд 19. В этом ряду вяжем так: 9 столбиков без накида. 1, 2, 9. Далее вяжем 4 убавки подряд. Первая убавка и 4-я убавка. Этими убавками мы формируем животик. Далее до конца ряда провяжем 9 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 22. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 22 столбика без накида. 20 и 21 ряды. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 22. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем 1 убавку. И такую комбинацию повторим еще 3 раза. Вяжем 3 столбика без накида плюс 1 убавка. И заканчиваем этот ряд 2 столбиками без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В этом ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем так 23 и 24 ряд. Провязали. Следующий ряд 25. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида,
плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 26. Этот ряд мы вяжем без изменения, 12 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 27. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 9. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 28. В этом ряду вяжем 9 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 18. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 29. Это, кстати, мы с вами уже начали вывязывать голову. Итак, следующий ряд 29. В начале этого ряда вяжем 4 прибавки подряд. Первая прибавка, четвертая прибавка. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2 и 10 столбик без накида. Далее вяжем 4 прибавки подряд. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 26. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 30. В начале этого ряда вяжем 6 прибавок подряд. Первая прибавка и шестая прибавка. Далее вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 14. Далее вяжем 6 прибавок подряд. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 38. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующие 7 рядов, вяжем без изменения. В каждом ряду по 38 столбиков без накида. С 31 ряда по 37 включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд 38. В этом ряду вяжем так. В начале ряда вяжем 7 убавок подряд. Этими убавками мы сформируем щечки. Вторая убавка и 7 убавка. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. Далее вяжем 7 убавок подряд. Первая убавка и 7 убавка. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В этом ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем так с 39 ряда по 43 включительно. Провязали следующий ряд 44. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида,
2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку. И так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 20. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 45. Этот ряд вяжем без изменения. 20 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 46. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем одну убавку. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 47. Этот ряд вяжем без изменения. 16 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 48. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 49. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 8. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд 50, последний. В этом ряду вяжем 4 убавки подряд. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 4. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И далее сделаем обвязку по всему краю столбиками без накида. Полностью повторяем контур полотна вязания. Итак, основная деталь мишки полностью готова. Осталось ее пришить к передней части подушки. Пришивать за вот эти вот петли, которые у нас образовались после обвязки по краю столбиками без накида, подхватывая петлю на силуэте мишки и подхватывая столбик на передней части подушки. Только подхватываем иглой не целый столбик, а заводим иглу в середину столбика, захватывая как минимум 2 стеночки этого столбика. И вот так вот по краю, полностью повторяя контур силуэта мишки. И для того, чтобы было удобно и чтобы хорошо просматривались вот эти вот петли крайние, сделаем вот так вот. Выкладываем эту детальку на переднюю часть подушки и выворачиваем, подворачиваем края. Здесь вот так вот можно все подогнуть, согнуть. Вот таким вот образом. И вот. И тут уже будет все хорошенько видно. Вот так вот все выкладываем. Можно это подхватить булавочками. Только если будете использовать маленькие булавочки, обязательно посчитайте их количество, чтобы потом, когда пришьете силуэт мишки, чтобы вынуть булавочки такое же количество, чтобы, не дай бог, никакая булавочка не застряла, не осталась в подушке. Итак, по туловищу здесь выворачивать ничего не надо, здесь и так все хорошенько видно. И еще можно здесь вот вывернуть, подвернуть на ножках. Тоже вот так вот сделать, чтобы крайние вот эти вот петельки были видны и было удобно все
пришивать. Я это сделаю полностью за кадром. Я думаю, вы тоже с этим с легкостью справитесь. На всякий случай есть ссылочки на мастер-классы по предыдущим моим подушкам в описании под этим видео. И оставлю там временные отметки, чтобы вы там тоже посмотрели, как я пришиваю такие вот подобные детали к передней части подушки. Итак, силуэт мишки я полностью пришила к передней части подушки. В процессе пришивания наполняем все это дело наполнителем. Наполняем не сильно плотно, чтобы мишка был такой вот мягенький. И пришиваем это все ровно посередине передней части подушки. Замеряем, чтобы сверху было равное количество. И здесь вот снизу и по бокам. Равное количество по бокам столбиков, а сверху считаем рядами. И после того, как силуэт мишки пришит, пришиваем ушки и лапки. Лапки пришиваем так, чтобы они были полностью вот тут вот впритык к голове. Вот, и ровно по силуэту туловища. Вот таким вот образом, чтобы они у нас в таком вот положении получились. И вот так выглядят лапки и ушки после пришивания. Далее будет оформление мордочки. Следите за моими руками. Ну вот, мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, вот он, конечный результат подушки, которую вы уже видели в начале этого видео мастер-класса и которую мы с вами вместе связали. За кадром я еще пришила сердечко, зафиксировала ленточку, пришив один конец ленты у основания сердечка с внутренней стороны передней части подушки. И второй конец протянула сквозь пару-тройку столбиков в лапки мишки. И изначально лапки я хотела зафиксировать на туловище мишки швейной нитью, чтобы они были неподвижными. А потом поняла, что лучше их оставить так, чтобы мишка был не только мимишным, но и обнимательным. По желанию можно пришить два сердечка, одно сверху, другое снизу, с другой стороны. Ленту можно в этом случае не использовать. Я очень надеюсь, что у вас тоже получилась милая, уютная подушка с 3D-аппликацией мишки. Пожалуйста, отмечайте меня как автора мастер-класса, когда выставляете фотографии ваших работ по моим мастер-классам в соцсетях. Заранее спасибо большое.
И кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной и всем пока-пока!